Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, март 2024 года. И это не только какой-то короткий период размером в 1 месяц. И эта дистанция продолжится до 14 апреля 2027 года. Март, конечно, будет связан с теми событиями, которые сложились на конец февраля. И это своеобразный выход из повторяющегося сценария. Это продолжение тех тем и вопросов, которые, как свершившийся факт, нас заставляют принять сложную реальность, самим себе сказать, что дальше. И эта дата вполне конкретная, 19 февраля. Это все обусловлено выравниванием планеты Хирон с лунным узлом в знаке Овен. Хирон, как известно, символ израненного целителя или той священной раны, которая присутствует в жизни, увы, каждого из нас. Возможно, для кого-то из вас это глубоко личностная история, ситуация, о которой вы не можете кому-то рассказать, и сами-то в себе ее в душе как будто носите, но и поделиться нет возможности. Из мифологии мы знаем, что Хирон – это могучий кентавр, самый мудрый из всей плеяды кентавров. Это образ учителя и искусного врачевателя. Хирон учил астрологии, математике, астрономии, а также искусству охоты и искусству как раз врачевания. Хирон – это получеловек и полуконь. Хирон – это соединение дикой природы, как наши мечты, желания, эмоций и интеллекта и мудрости. Парадокс заключается в том, что пострадал Хирон от того, кому как раз помогал, кому доверял, кого учил, от своего лучшего ученика Геракла из-за отравленной стрелы, выпущенной Гераклом и случайно попавшей учителю в ногу. Хирон не ставил перед собой недостойных целей, и нам говорят: помни, кому помогаешь, помни, кого ты обучаешь, а также помни, что то, что ты делаешь из лучших мотивов, не всегда будет иметь достойное продолжение. И для кого-то из вас, как символ священной раны, могла сложиться, мои дорогие, достаточно сложная ситуация с близкими людьми. Это могут быть как и дети, так и внуки, ваши родители или какие-то родственники, или попросту, может быть, те люди, которые, как близкое окружение, которому вы всегда доверяли или помогали. Вот это священная рана в повторяющемся сценарии, то есть с теми людьми, кого мы не можем отменить, но в то же время, чтобы выйти из какого-то надоевшего сценария, парадигмы, и из тех разрушающих эмоций нам нужно принять, что же есть по факту. Это своеобразная перезагрузка для того, чтобы мы остались сами собой, воплотили какие-то свои мечты, а не решали чужие задачи, мои дорогие. И вот это для нас тот период, который будет длиться до 14 апреля 2027 года. То есть не совсем размером в март. Просто март у нас оказался ближе всего к этой дате 19 апреля. Давайте мы узнаем, первую карту мы достанем, в какой сфере жизни вот этот повторяющийся сценарий или какие-то важные вопросы, о которых думаете только вы, но те, может быть, темы, которые невозможно с кем-то обсуждать, но, тем не менее, как священная рана, они в вашей жизни присутствуют. Вот давайте мы посмотрим, что нам подскажут карты на этот период. Какова же важная сфера жизни, которой, по мнению карт, нужно уделить внимание. По крайней мере, не оставить на потом, не задвинуть в дальний угол, а именно для себя самого увидеть, что же есть в реальности по факту и что с этим важно знать. Сюрпризы. Это, мои дорогие девы, то, что со знаком плюс. Неожиданности посмотрим, что скрыто. Достанем карту, что вам может помешать и что вам будет помогать, что будет радовать. Посмотрим дело, работа, бизнес, основные сферы жизни, энергия денег и личная жизнь. Какова же сфера жизни? Но тут какую сферу не возьми, у кого-то, правда, сложные отношения с детьми. Может быть и подросшими детьми, у кого-то может быть и с внуками. Или это какая-то священная травма, может быть как рана.
которая длится с детства. Это недополученное внимание или какая-то сложная еще ситуация, когда вы вынуждены быть взрослым раньше времени. И, конечно, когда мы словно недолюблены, нам не оказано, ну, той или, может быть, нежности, ласки, которая, возможно, причиталась или которой всегда хотелось, и где-то отчасти мы выросли вот такими колючими, недоверчивыми, или у кого-то из вас, мои дорогие, это может быть связано с предательством даже в детстве, правда? Но если мы переносим на сферы жизни, дела, работа, бизнес, деньги, моя какая-то задумка, и словно вы боитесь ошибиться, по этой карте мы что-то должны знать наверняка. Мы как будто себя можем много раз перепроверять. Может быть, это как раз и было связано с какой-то вашей личной историей, когда вы на кого-то понадеялись, а вас подвели. И с тех пор вы надеетесь сами на себя и как будто добавочно себя проверяете, так ли я сделал или сделала. У кого-то из вас это священная рана, когда недооцененность, много усилий во что-то вложили, а словно вот эти самые приложенные усилия ваши, они были сведены к нулю. Может быть и столкновение или какая-то история с человеком, который достаточно взрослый и имеет почтенный возраст, но ведет себя как ребенок. Опять же, элемент недоверия или какого-то обмана или предательства, правда, когда нас жизнь заставляет быть словно на стороже каждую минуту, ожидая подвоха. И вы могли прийти к выводу, что чего бы ни касался вопрос, будь то личной жизни, будь то, может быть, дела, работа, бизнес, деньги, я не могу расслабиться. Именно потому, что я не чувствую себя в безопасности. Что же важно знать? Ну, если мы переложим на события марта, сам по себе месяц спокойно или, может быть, какие-то дела даже в затяжку пойдут. Мы ожидаем вот по этой карте. Вообще, если по нумерологии, да и по картам Таро, эта карта тоже своего рода перезагрузки. Почему? Потому что любая активность, любое движение проходит словно в 6 стадий, откуда и гексограмма. И почему, наверное, любая карта, которая имеет номинацию 6 в Таро, обозначает победу, то есть уже ну, какой-то результат. Причем тот результат, который нас все же радует, итог. Так вот, 7, то число, которое идет следом за 6, это вынужденная пауза, или когда мы должны, с одной стороны, осмотреться, к какому же мы итогу пришли, с другой стороны, сохранить все то, что мы имеем. По этой карте все же у нас символ дерева, дерево уходит корнями вглубь. Это значит достаточно сильная позиция, но правда, с чем-то не торопиться. Вообще не месяц март что-то пофорсировать, потому что либо какие-то новые факты открываются, кстати, по пажу мечей, мы можем случайно узнать какую-то тайну, то, что было от нас скрыто, или приходит какая-то информация, которую тоже мы не можем оставить без внимания. Может быть, надо как раз и принимать важное решение по той ситуации, которая затянулась сверх всякой меры. И тогда это нужно делать, исходя буквально, может быть, из юридических законов. Или что-то, если мы и делаем, то это должно быть надежно, понимаете? Как будто этот результат должен быть настолько правдивым, или он должен совпадать с какими-то законодательными, законотворческими там актами, подзаконными актами. То есть вот действительно, как ни крути, должен быть тот какой-то очень важный пункт, который не отменит чье-то решение, если мы говорим про документы, или завтра не будет так, что законы поменялись какие-то, да, и мы оказываемся снова как на развилке судьбы. Есть своеобразный, видимо, как и ожидание, так и желание сделать что-то уже с точкой, к чему-то не возвращаться. Давайте мы посмотрим, каковы же сюрпризы. У кого-то это тот марафонский забег или дело, которым мы будем заниматься долгий период времени. По этой карте нам может прийти человек на помощь, если мы говорим сюрпризы. Или, мои дорогие, вот если все буквально просто, вы решаете какие-то вопросы по бумагам, документам или по деньгам, что-то согласовываете и одновременно
ожидаете каких-то решений, вот они приходят. Если деньги задерживались, они тоже приходят. Если у кого-то из вас брешь финансовая по этой карте, нам помогают буквально деньгами. Может быть, есть вариант для кого-то такой, как мне закрыть долги. Имеется в виду не именно долг, может быть, это какой-то кредит. Или вы хотите взять этот кредит ипотечный, может быть, который вам необходим, но тоже вы что-то просчитываете. И в неожиданностях как раз сделать для себя что-то хорошо на долгий период времени. И это не только до 27 года. Кстати, по рыцарю Пентаклей это как по Плутону, лет на 10-20. Почему я и сказала марафонский забег. В неожиданности, правда, для себя как дорожку наметить, а то и, ну, пока дорожка, все-таки рыцарь это не такая крупная карта, но это то, что приводит нас к успеху. И тоже карта где-то говорит, ты не торопись. Может быть, для кого-то из вас нужно поехать куда-то будет, отправиться, или к вам может приехать человек, принося какие-то новости, предложения, или, мои дорогие, деньги, неожиданности. Вы знаете, у вас сильная позиция. Карта мага. Но вы можете столкнуться с такими людьми, которые тоже великие манипуляторы, правда? Может быть, вот мы говорили с вами, какой сферы жизни касается, да, в марте. Ну и, может быть, как это священная рана или вот этот вот период, если мы рассматриваем с продолжением, когда какой-то сценарий не должен продолжаться. Может быть, есть в вашей жизни подобный манипулятор, который перекручивает любую ситуацию как бы под себя. И тогда вам нужно подумать, как выйти из создавшегося положения. Так вот, нам карта ведь о чем говорит? Вы сами маг, волшебник. Поэтому вот такая сильная позиция, пусть она будет больше закулисье какое-то. Здесь нет игры в открытую, мои дорогие. Здесь есть такой покер, когда, ну, мы все свои козыри не показываем, когда приходится блефовать. И это в неожиданностях, потому что и с нами как будто поступают точно так же. Но ваша сильная позиция, потому что по пажу мечей мы хотим знать правду, и мы ее как будто находим. Поэтому все фальшивые карты ваших оппонентов, но если так мы про карты, они как будто крапленые. Вы будете видеть, как чужие манипуляции или желание, ну, как-то вас так приобщить к чему-то, или сделать вам из вас, точнее, удобного представителя, человека, который решит кому-то какие-то мелкие, пусть даже вопросы, проблемы. Вы будете очень прозорливы, и у вас прекрасно будет в марте работать интуиция. Для вас задача, кстати, номер 1– слушать подсказки собственной души. И если мы говорим про интуицию, что это? Это не что иное, как тандем нашего интеллекта и предыдущего опыта, когда не осталось из этого опыта эмоций. Мы оставили только ситуацию. И нам, как будто наше провидение дает правильные подсказки. Вот давайте узнаем, что скрыто. Знаете, по этой карте что скрыто? Мы складываем оружие. Значит, будет какой-то период, когда мы вынуждены отступить, правда? И на какой-то период времени, может быть, марта, мы себе поставили тезис-план, что мы будем делать по пунктам раз, два, три. И вот здесь сбой какого-то плана может произойти, когда нам тоже, как и семерка Пентаклей говорит, надо будет остановиться. Для кого-то из вас это подсказка, удели внимание самому себе. Еще это карта отдыха. И скрыто, как будто нужно отдохнуть. Правда, древняя китайская пословица «уставшие люди делают ошибки», она в действии. И для кого-то из вас та самая усталость, если мы говорим и где-то переносим на здоровье. Все же март у нас такой месяц, когда, ну, есть еще вирусы, да, наверное, слушая вот последний как бы заседание в Давосе, это уже я так немножко перехожу на другую тему, но для меня мне показалось достаточно странным, что в январе месяце 2024 года обсуждали возможную эпидемию, пандемию от вируса X. У нас нет еще этого вируса, но что странно, участвовали несколько компаний фармацевтических, и это наводит на мысли, откуда же они его ожидают. Но это так, попутно, да. Есть такие темы, иной раз
когда ты слышишь или читаешь, ты так останавливаешься и думаешь, интересно, откуда же это может прийти. Хотя ничто в нашей жизни не бывает случайно, если мы сравниваем 2019 год, то тогда мы вспоминаем, что да, что-то подобное было, и чем все закончилось, мы тоже с вами знаем. Так вот, будьте внимательны к своему здоровью, потому что когда мы устали, знаете, иммунитет наш, увы, начинает тоже падать, и мы больше восприимчивы к каким-то элементарным даже простудам. И поэтому где-то, ну, банальная какая-то простуда может уложить в постель или из-за усталости. Мы себя словно обесточим. Поэтому отдых, вот что скрыто, как и отдых, нужно уделить внимание, так и привести свои мысли в порядок. Практически об этом нам говорит карта. Но нет того, что от вас чего-то скрывают. Хотя я должна сказать, может быть, для кого-то из вас это важно услышать. Это есть люди, которые вас хотят обесточить, словно выбить из колеи, или чтобы вы выбыли из какой-то игры. И если игра идет, ну, не ваша, но вам приходится в этом участвовать, тогда вам точно нужно быть магом и волшебником. Что вам может помешать? Само по себе ожидание. То есть, посмотрите, интересное противоречие. С одной стороны, неторопливость нам говорят, что важно знать, не торопись, да, но вроде как есть движение, но оно не быстрое, оно не рывкообразное. Но если что может помешать, это выпадает карта, когда мы просто чего-то ждем. Поэтому само по себе ожидание, оно действительно нам не в плюс. Но, наверное, как и какая-то импульсивность, тоже об этом нам уже сказали карты. Поэтому надеяться, что какой-то вопрос решится сам по себе, мои дорогие девы, наверное, нет. Без вашего участия ничего не решится. Или если мы думаем, что, может быть, конкретный персонаж как будто успокоится, или он как будто сойдет с авансцены по каким-то своим причинам, то тоже как будто можно этого не ожидать. Все может произойти совсем по-другому. Но поэтому какие-то выверенно слаженные действия, как в сохранении самого себя, так и отработать словно новые правила игры вам нужно. Тут правда может вестись какая-то игра. Я могу предположить, потому что все же в неожиданностях карта мага. Что же вам будет помогать? Вот как бы мне не хотелось вас, мои дорогие девы, увести вот от этой карты, не самой такой приятной эмоционально паш мечей, но все-таки выпадает первая победа, и, видимо, правда ваша, как и интуиция работает, так и, я сказала, ожидание подвоха, да, оно могло вас замучить. И, по сути, это дело по пятерке мечей, что помогает, а оно и помогает. С одной стороны, помогает не увеличить дистанцию конфликта, с кем-то не разругаться, потому что нам это не поможет. Но и с другой-то стороны, по этой карте, что нам помогает? Если мы сохраняем собственные принципы. Или то дело, тот ваш план, проект, который вы хотите осуществить, тоже как будто сохранить необходимо. Но, может быть, в марте еще пока непонятно, какие-то неопределенности, как поступить. И тогда самая лучшая тактика – не торопиться. Все сохранять, все, что касается ваших наработок или буквально ваших финансов. И планировать, все равно планировать, двигаться вперед как будто нужно. Потому что это как сюрпризы, у вас какие-то могут быть новые возможности, понимаете? Но делать это очень элегантно. Дела, работа, бизнес, все равно сильная позиция. Удивительно, мои дорогие девы. Я не могу сказать, что для вас март месяц такой, когда расслабишься, нет, но у вас выпадают две сильные карты в одинаковых энергиях. Карта мага и карта силы. И это все великие манипуляторы, как ни крути. Это все серые кардиналы. Это умение как-то обустроить ситуацию, когда человек думает, что он сам пришел к этому выводу, а вы-то знаете, что это вы подвели к этому итогу. Единственный момент, нам говорят по карте сила, дева прекрасная держит льва на короткой цепочке, как на коротком поводке. И нам говорят, держи вот так свои эмоции, потому что какая-то импульсивность, она попросту может помешать. Но так, если у нас напротив выпадает рыцарь пентаклей, и мы говорим своего рода марафонский забег.
Но если поступательное какое-то движение или продвижение к своим целям, намерениям, мечте, то, что вы себе выстроили, с какой-то коррекцией мелких планов в течение марта, вот это у вас тогда все получается. Потому что, как ни крути, с кем бы вы тут ни столкнулись, вы и сами фору дадите любому магу, потому что и у вас сильная позиция. Но тут ведь знаете, как игра за кулисами. Вот такое может быть. Финансы. Работа правильная с информацией. Даже на финансы для вас будет очень важно, может быть, куда-то не вложиться, не потратиться. Или решить вопрос, откуда ко мне приходят деньги. Королева жезлов – это тоже сильная позиция. Это та, которая, знаете, надеется, опять же, сама на себя. Хоть и жезл – это больше огненная энергия. Но, тем не менее, она умеет хранить секреты. Она умеет хранить тайны, свои и чужие. Ей это помогает, потому что она обладает, знаете, магнетизмом, с ней хочется дружить. Ей люди приносят буквально информацию, и она ее анализирует. А вы, аналитики, великолепные, мои дорогие девы, анализируют и потом решает, как мне с этим быть, что делать дальше. И вверху у нас выпадает как раз карта мага. Это большие возможности. Значит, даже с деньгами, я бы сказала, быть в марте аккуратными, хотя нам где-то предположительно уже деньги будут, деньги приходят. У кого-то это может быть достаточно крупная сумма. Или есть человек, который вам тоже помогает решить тот или иной финансовый вопрос. По королеве жезлов это та позиция и у вас на деньги. Если мы говорим именно про саму королеву, это та, которую жизнь или судьба, даже если ставит на колени, она умеет подняться заново. Поэтому я понимаю, у каждого свой какой-то фарватер экономический, да, на деньги. И какова бы ни была даже патовая ситуация, мои дорогие, вы ее решите, закроете, вы останетесь довольны. Но это потребует от вас определенного напряжения, манипуляций и умелого взаимодействия с людьми. Вот это точно. Личная жизнь, как с чистого листа. Ну, может быть, это карта, пусть не в этой колоде, нулевой аркан, хаос перед началом творения. А именно в этой колоде у нас шут жонглирует зодиаком. Есть такая колода Таро Истока, так там есть как бы предшественник нулевому аркану. И соответствует вот где-то какая-то карта словам Эйнштейна: только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот, мои дорогие девы, вы из любого хаоса умеете отстроить порядок. А здесь пока как бы вам даже не надо, пока еще, отстраивать порядок. Можно только наметить. А просто где-то жонглировать этим хаосом в марте придется. При этом не забывать отдыхать. Вам придется несколько раз, может быть, какую-то историю свою передумывать. Пусть выпадает это на личную жизнь. У кого-то это может быть новое знакомство. Или то недавнее знакомство и новые отношения. Но еще непонятно, что с этим делать. Для кого-то из вас, может быть, для людей семейных, другие какие-то вопросы, как данность, конкретика обстоятельств, ставят перед вами тоже какие-то задачи для семьи. И, скорее всего, первую скрипку будете играть вы, потому что у вас сильная позиция. И словно на вас равняются, от ваших решений будет зависеть качество жизни не только вас самих, а скорее всего ваших близких. Для тех, кто в сложных отношениях. Ну тут, мои дорогие, с такими двумя картами, пусть это выпало на другие позиции, мы спрашивали, другие сферы жизни, но это распространяется абсолютно на все. Значит, вы будете исходить из какой-то правды или реальности. И, безусловно, у кого-то есть или будет возможность все же в позиции, что помогает, да, пятерка мечей, как и сохранить собственные принципы и в то же время быть дипломатом, чтобы уйти от какого-то противостояния, конфликта. Если вы захотите, вы это сделаете. Но если вы не захотите, вы кому-то скажете слово «нет». И такое тоже могу предусмотреть. Где-то вы действительно решаете, выбираете словно направление не просто на март месяц, а на какой-то далекий период. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.